Всем доброй ночи, друзья мои. Поскольку я решила подарить ритуалы в этом году, я надеюсь, успею, подарить ритуалы всем знакам зодиака, каждому помочь призвать своих покровителей. Поэтому хочу подходить к этому вопросу всесторонне. Итак, во-первых, хочу вам напомнить, я уже проводила такой прямой эфир. Во-первых, какое ты дерево по знаку зодиака, да? И объяснила вам, дала полную характеристику каждого из вас. И то, что я вам рассказала, вы не найдете нигде. Может быть, где-то какая-то схожесть и есть, но вот дерево по знаку зодиака, есть много объяснений различных, есть гороскоп друидов и прочее, но там что-то совпадает, что-то не очень, ну так, относительно. То, что я вам подарила, это относится к тайным знаниям, и там стопроцентное совпадение с каждым человеком. И такое нигде не пишут, нигде не говорят. Этим обладает мало кто из людей. В семьях армянских ведьм хранится тайнопись. Это не обязательно вот определенная книга. Вот эта книга – это тайнопись. Нет. Цацкагирь называется. Тайнопись имеется в виду, что это те знания, те книги теней, записи, собранные, да, или в семье переданные, которыми владеют только те люди, которые представители этой семьи, и то не все. Те люди, которые продолжители рода. Вот вы спрашиваете, откуда я знаю год какой силы, сказать, год какого животного не совсем правильно звучит, какой силы мироздания, какого эгрегора следующий год. И как получается, что действительно совпадает. И почему ни с одним гороскопом мира, ни с одним определением мира оно не совпадает. Еще раз напоминаю, есть тайнопись. Есть то знание, которое только в твоей семье. Только тебе передано. Тайнопись может быть разной. У кого-то тайнопись, как лечить болезни. И это идет от прабабушки, бабушки. И вот человек этим занимается. Я знаю человека, который живет в Армении. Этот человек может собрать вывихнутые кости, собрать так, чтобы не почувствовали боли. То есть просто на ощупь пальцами вот так выправляет кости. И человек ничего не ощущает. И я и не стремилась учиться у этого человека, и не спрашивала, как это делается, потому что это некорректно. Это дано вот именно этому человеку. Этим занимался его дед, прадед. И вот тайнопись. Вот знает человек такие точки на теле человека, с помощью которых можно так исправить его вот кости, чтобы он боли не ощущал. Хотя, если даже нужно будет перетерпеть боль, люди готовы это сделать. К этому человеку просто приводят, ну, как бы сказать, на руках просто держат человека, да, выносят к нему домой, и своими ногами он уходит оттуда. Вот тайнопись. То есть то, что передано от предков, то, что не дано никому. И даже если что-то есть общее, мы все, у нас у всех общее происхождение, у народов мира, ни один народ сверху не упал. Мы все от праотца и праматери, ну, по разным легендам Адама и Евы, но я бы не сказала, что прям только от них. Есть много других версий. Но в любом случае, первый человек появился, первый мужчина и первая женщина, и от них вот это пошло по всему миру, то, естественно, у разных народов может быть что-то схожее.
И это говорит о том, что если где-то есть какая-то информация похожая, вот просочилось что-либо, это не говорит о том, что оно полное. Полную информацию может дать человек, которому это дано. Не зря знание хранилось за 7 ключами. Не зря обладатели знаний владели миром. И я хочу вам сказать, что редкие люди в нашем мире, как в древности, так и сейчас, редкие люди владеют настоящими знаниями. И они раскрывают эти знания, но не полностью. Какую-то часть вам отдают. Очень много информации, но в этой информации мало ценного. Поэтому берите самое ценное. Я хочу вам подарить ритуал призыва своего духа-покровителя. Но прежде чем подарить, я несколько этапов буду делать работ с вами. То есть потом для каждого знака зодиака я отдельно выложу ритуал и покажу, потому что мы все очень разные. Но пока что я хочу для начала вам разъяснить, какой дух-покровитель у каждого из вас, как его призвать в трудную минуту жизни. Теперь послушайте внимательно. Значит, во-первых, этих духов, естественно, христианский мир демонизировал. Естественно, их назвали злыми силами или темными силами. Приписали им всякую ерунду, которая не соответствует действительности. То есть информация об этих духах есть, но там очень мало правды. Там в основном акцент на плохое. А на самом деле духи-покровители каждого знака зодиака, они призваны для того, чтобы помочь, а не вредить. Но поскольку мы, имею в виду мы, мир, да, мы привыкли 2000 лет к тому, что все, что не относится к христианству, демонизируется, считается злом, плохим, и закидывают камнями, и приписывают плохие какие-то моменты. То есть вот он. И самый, вот смотрите, абсурд, лишенный логики. Он вроде бы покровитель, но он плохой. Он внушает какие-то там такие чувства, какие-то страхи. Ну, а как же тогда он покровитель? Кому он покровительствует? Покровитель – это тот, который покрывает тебя, то есть закрывает, он тебя защищает. Покровитель не может вредить человеку. Но из этой всей этой ерунды просачивается все-таки реальная информация, которая пришла к нам веками и тысячелетиями. Приписали их к демонам, потому что вот эти духи-покровители знаков зодиака дошли до нас. Они вообще, вот эта вот информация, которую я вам сейчас скажу, она просочилась из папской библиотеки Ватикана. Там об этом сказано. Причем самое интересное, из библиотеки Ватикана впервые вышла информация о Бафомете. Откуда вот это все пришло? Откуда эти покровители, которых демонизировали и прочее? Их привели крестоносцы. Потому что название этих духов очень сильно напоминают имена джиннов. Но джиннов не той категории, которые способны, то есть на такие великие свершения, а именно духов, покровителей людей, определенных людей, рожденных в определенное время. То есть крестоносцы с Востока привели вот эти знания, которые закрыли, запечатали, и на много веков никто об этом не говорил и не знал. И когда они просочились, мы увидели, что их уже переделали в демонов.
После чего, собственно говоря, им приписали такие страшные качества. Я хочу развенчать вот эту легенду, этот миф, точно так же, как я развенчала очень многое касаемо демонов, касаемо темных сил и прочее, прочее. Кто услышит, тот услышит. Глухонемым стучаться бесполезно. Они как были слепы, так и останутся. И слепы, и глухи, да. А разумному человеку я хочу, во-первых, рассказать, во-первых, назвать покровителя каждого из вас по знаку зодиака, а потом дать вам общий ритуал, как призвать на помощь своего покровителя духа в трудную минуту. Потому что когда человек именно своего покровителя призывает, перемены гораздо больше. Итак, начнем. Начнем с козерогов. У козерогов дух-покровитель Дагдарион. Козерог вообще считается самый демонический знак по той причине, что изображение козерога, козьи рога, боги природные древние изображаются рогатыми, Бафомет изображается рогатым, да, и поэтому считают, что козероги – это самый демонический знак, самый темный знак. Ну, о козерогах я сейчас не буду говорить именно о знаках, вы сами почитайте, кому интересно свой гороскоп. Речь не об этом. Мы потом отдельно поговорим про каждого из этих знаков, когда я более так специально для каждого знака зодиака подарю. Там очень много будет информации. Итак, Дагдарион считается сыном сатаны. То есть относится к демоническому, к дьяволическому древу. И он обладает таким переменчивым нравом. Он может быть как и веселым, остроумным, может быть и очень таким продуманным, расчетливым, холодным и может спокойно наслаждаться, то есть вот этим вот мучением где-то людей. Он эгоистичный знак довольно-таки. И вот таким вот эмоциями наслаждаться людей, которые сделали больно. То есть ответить безразличием. Козероги – карьеристы, расчетливые карьеристы. И Дагдарион, я сейчас буду говорить о самых важных качествах, да, знаков, чтобы особо не акцентировать на раз. Он усиливает вот это вот внутреннее стремление к карьеризму. Далее. Водолеи, Бехемирон. Водолеи льют на землю как живую воду, так и мертвую. Почему знак зодиака Водолей, да, две воды, две линии воды, две волны. Водолеи как созидатели, так и разрушители. Весьма интересный знак, потом я об этом скажу более подробно. То есть Водолей может оживить человека, может и уничтожить, если Водолей почувствует опасность или почувствует, что этот человек мешает ему жить. То есть причинять боль Водолею нельзя. Бехемирон. Он любит одаривать водолеев, но не просто так, за их труды. Чем больше водолей старается и отдает своей работе, своей мечте силу и энергию, тем больше эта мечта и сила способна помочь водолею в любой ситуации. То есть Бехемирон любит водолеев, которые много работают, много трудятся. Ты создаешь культ своего имени или своей мечты, и этот культ нужно питать энергией.
Водолеи обладают, ну, если им не дано именно ясновидение, но они обладают самой сильной интуицией знаков. И больше всего ясновидцев, полководцев и прочих людей, водолеи, у них есть дар предвидения. Даже у тех, кому, ну, кто просто простой человек, у них очень сильно развито предвидение, внутреннее предвидение. Другое дело, если они реально не хотят, скажем так, верить во что-то, да, не хотят верить очевидному, это уже другой вопрос. Но им это дано. Водолеи люди не из мира сего, и поэтому они живут в своих мирах. То есть они... И самое интересное, что Водолей – это тот самый знак, которому вообще плевать на общественное мнение. Вот они не то, что это не означает, что они безразличны к людям, что они такие эгоисты. Нет, совершенно. Эгоизма у них как раз очень мало. Они очень сочувственные и человечные, этим привлекают. Но им абсолютно плевать. Они никогда не будут делать то, чтобы кому-то понравиться, чтобы общество там аплодировало и так далее. Водолеи идут всегда против течения, но самое интересное, что это и есть их конек. За это их и любят. За смелость и за бескомпромиссность. То есть им вообще плевать. Они никогда не будут говорить то, что нравится другим. Если кто-то когда-либо думал, говорю вам как водолей, что я специально что-то снимаю или говорю для того, чтобы было приятно, поэтому люди благодарят, потому что я знаю, как понравится, вы ошибаетесь. Я как раз никогда не стремилась нравиться. Именно поэтому я и нравлюсь, наверное. Потому что я не стараюсь соответствовать спросу. Я буду делать так, как я считаю нужным. Вот в этом есть конек водолея. Рыбы. Демон Нешемирон. Нешемирон, он напоминает русалку. Само по себе. Не у всех, то есть демон или дух, извиняюсь, неправильно сказала, поскольку их демонизировали, и вот поэтому вылетел. Дух, Нешемирон. Он напоминает русалку иногда. Ну, не все духи-покровители, они показываются, поэтому у некоторых из них есть определенный облик, у остальных нет. Нешемирон очень сильно усиливает в рыбах понимание того, что хотят люди. Вот он помогает рыбе вычитывать информацию с людей и использовать это в свою пользу, для себя. Но рыбы должны очень быть осторожны, потому что рыба – это тот знак, который чаще всего подвергается определенным болезням, таким как шизофрения, например. Это не смешно и не весело. Просто имейте в виду, что рыбы склонны отрываться от реальности. Если они оторвутся от реальности, очень тяжело будет их вернуть. Поэтому рыбы должны очень много читать, изучать, работать, чтобы не оторваться от реальности. Если они отрываются от реальности, это уже очень болезненно. Это может сказаться на психику. Они депрессивные рыбы очень. И рыбы очень любят страдать. Вот это внутри себя нужно заглушить. Запомните, вы любите страдать. Вам это нравится. Это вам прям дано. Далее. Овен. Байрирон. Байрирон – это сын Самаэля. Значит, бога мертвецов или демона, покровителя мертвого мира, да, Самаэль. По-разному. Я вам уже говорила, откройте мой ролик, как демоны становились богами. Там сказано, что есть боги, у которых несколько титулов. Они были демоны, стали богами, они были богами, но демонический мир их тоже принял. Поэтому Самаэль как раз вот между мирами демонов и богов. Так вот, Байрирон, он сын Самаэля. И он чувствует мир мертвых. Овну дано подчинять себе людей. Это очень сильный знак, но очень агрессивный знак.
Более подробно я, когда буду для каждого гороскопа знака зодиака, значит, выкладывать, я более подробно скажу уже со всех сторон, и покровителей Запада, Востока и прочее. Пока что ограничимся этим. Я пока называю, какой покровитель дух у каждого знака, чтобы вы могли призывать, да, своего духа-покровителя. И я очень хочу попросить вас 100 раз не спрашивать, а как их зовут, а уточните, подождите. Внизу обязательно напечатают и вам дадут их имена. Значит, демон Байрирон, телец Адимирон, по-другому его называют львиный дух. Это демон, который может в нужный момент пробудить в тельцах агрессию, нужную агрессию, силу воли, помогающую им думать на холодную голову. Это у меня Зена там что-то видит во сне. Она иногда во сне что-то видит и, значит, просыпается. Близнецы. Целадимирон. Дух, который дает близнецам силу Цербера. Цербер, он трехголовый пес, но близнецы считаются двуголовыми церберами. В Древней Греции их так называли. Он дает силу двух покровителей, то есть двух духов, тьмы и света. Близнецы всегда немного хорошие, немного строгие. Если это родители, они как бы и наказать могут, и поощрять могут, но чаще, чем другие родители. В них это дано. Ты никогда не знаешь, каким застанешь близнеца. Радостным, веселым или злым. Далее. Храпит это у нас. Храпит, как мужик наш пес. Ну ладно. Демон Шехирирон. Это у нас рак. Шехирирон считается, опять назвала демоном, извиняюсь, их просто обозначили как демоны, поэтому все время вылетает дух. Дух. К демонизму они не имеют отношения, это духи. Он дает возможность раку перевоплощаться. То есть рак он какой? Он вокруг себя вот это вот как бы воду мутит и там прячется. И они дают возможность раку перевоплощаться. Поэтому этот дух-покровитель, которого зовут Шахирирон, он помогает раку принимать тот облик, который сейчас ему нужно. То есть обаяние дает для решения своих проблем. Лев Шелхабирон. Шелхабирон считается сыном Шамса, бога солнца. Но, в принципе, и недалеко от истины, поскольку Шамс выходит в виде огромного льва, и изображали, и вообще любимый покровительный, значит, зверь великого бога Шамса лев, огненный лев. Сейчас, извиняюсь, теологии армян бог Арек, бог солнца, он выходит на огромном рыжем льве, путешествует от рассвета до заката. Так что именно, то есть неудивительно, что он считается сыном Шамса, бога солнца, вынослив, дает львам момент такой озлобленности, холодную голову, чтобы они вышли из ситуации победителями, помогает им не падать духом в тяжелые времена, потому что у львов часто бывают тяжелые времена, как и в природе в том числе, да, мы знаем, что есть засуха. Вот самое удивительное, насколько все мудро устроено, львы. Львы на природе, как они живут. То изобилие, то засуха. В жизни льва точно так же. То изобилие, дары и благодарность отовсюду, то затишье и надолго. И лев сразу выпадает в депрессию.
Вот они помогают, то есть покровитель льва Шельхабирон, который помогает льву не падать духом в тяжелые времена. Дева, Цефарирон. Вот это вот в конце рон, это восточный такой, как бы, дополнение к слову он. Цефарирон, полумертвая сущность. Поэтому девы, они кажутся очень холодными, очень спокойными, очень безразличными ко всему, что творится, к семейной жизни, карьере. Но это очень обманчиво. Обманчиво, потому что дева, она способна долго так сидеть на печи, а потом вставать и менять весь мир. Так вот, Цефарирон, вот этот дух, эта сила, эта сущность, она помогает деве не потеряться в вечной такой мерзлоте, да, спокойствии, безразличии. Время от времени дает ему стимул подняться, и чаще всего этот стимул такой болезненный. Или несчастная любовь, или что-нибудь еще. Вот это заставляет. Если другие знаки из-за этого выпадают в такой вот ступор, то дева наоборот действует. Весы. Аберирон. Он помогает внутреннюю стабильность обрести, потому что весы – это вечно сомневающийся знак. И если у весов есть внутренняя стабильность, то он способен перевернуть горы. Самая плохая черта весов – это лень. И если лень ими то есть владеет, то они могут просто на несколько лет выпасть из жизни, что очень опасно для них. Заметьте, вам нужно все время бороться с внутренним нежеланием что-либо менять. Скорпион. Нехешитирон. Сущность, который помогает Скорпиону направлять свою агрессию больше на врагов, чем на своих, потому что Скорпион очень любит жалить и себя, и всех окружающих. Это самые самокритичные люди, это люди, которые воюют с сами собой каждый день. Скорпионы очень внутренне несчастные знаки по той причине, что вот их чрезмерная самокритичность, они себя могут просто ненавидеть, вот готовы себя, вот не смотреть на себя в зеркало. Даже самая красивая женщина-скорпиониха, да, себя ненавидит. Знаете, как распознают скорпионов? Удивительное дело, у них голова больше, чем туловище. Вот если у человека более массивная голова, это не обязательно, чтобы они выглядели там как-то страшно. Нет, просто голова больше у них, чем туловище. Это скорпион. Всегда. Они сразу же познаются. Это есть даже физиологическое вот отличие. Львы, например, это всегда густая копна волос, это всегда грива. Ну, очень мало львов таких с редкими волосами. Львы, как правило, они просто гривастые. И они жалуются, что в детстве вообще расчески ломались, когда их расчесывали. Это вечно был скандал и слезы, потому что густые волосы, очень густые. Стрелец, Нашахирон. Ой, извиняюсь, неправильно, Нахаширон. Просто иногда слова, буквы путаю. Нахаширон, да. Иногда Нахаширон может наказать человека за то, что человек забывает о себе и больше делает для окружающих. Тогда он направляет вот эту вот стрелу, да, из лука стрельца прямо ему в сердце. То есть это знак, который может сам себе вредить. Поэтому, стрельцы, имейте в виду, что если вы ненужному, недостойному человеку сделаете больше добра, чем он того заслуживает, вы можете за это очень горько заплатить. Итак, следующий этап будет на каждого знака зодиака. Ритуал. Постепенно, естественно, на все знаки зодиака, подробное объяснение и прочее. Но сейчас хочу вам дать всем знакам зодиакам работу для призыва своего духа-покровителя. Своего духа-покровителя можно призвать только во время очень тяжелых моментов. Вот потеряли работу, вам очень нужна работа сейчас.
проведите ритуалы для получения работы. И в дополнение призовите духа покровителя. Тогда ваша работа получится быстрее. Сегодня человек написал в форуме, что когда вы хотите делать работы ведьминой избы, значит, постепенно запаситесь всеми теми атрибутами, которые нужны для работы. Все правильно. Потому что вы должны призывать своих покровителей. Там нужны свечи столько же, сколько вам лет. Припаситесь свечами разных цветов для разных работ. Припаситесь мелочью, потому что мелочью откупаетесь, да. Черной тканью. Постепенно это собирайте, потому что будут у вас любимые ритуалы, которые вы часто будете исполнять, потому что они вам будут помогать. И поэтому сразу, сломя голову, не кидайтесь на любой ритуал, который вам понравился. Сначала посмотрите, анализируйте, почему человек собирает водку, покупает там свечи и так далее. Пока вы покупаете, подготавливаете, ваша связь с этим духом, с этой силой усиливается. Понимаете, вы вот некий портал открываете, вы думаете об этом, вы к этому идете, вы привлекаете уже внимание этой силы на свою сторону. И когда вы уже проводите, у вас получается. Итак, вам нужно сухое вино поставить на алтарь. Значит, постелите на пол черную ткань. Эту ткань нужно использовать только в этом ритуале после. Вокруг у вас должны быть черные восковые свечи столько, то есть штук по числу ваших лет. Такой круг делаете. Поворачиваясь на 4 стороны света, начитывайте этот заговор 00:00 ночи, то есть 12 ночи, да, и до 3. Каждый день, кроме субботы и воскресенья, потому что у выходных дней немного другая энергетика. И желательно, чтобы такие важные ритуалы были не в выходные дни. Тогда космос более открытый, более свободный, понимаете? Выходные что? Гулянки, радость, пьянки, там какие-то драки и так далее. Выходные дни, они обладают нехорошей энергетикой. Они слишком насыщенная отрицательная энергия. Поэтому в выходные дни такие работы желательно не проводить. Итак, сухое вино на алтарь. Черные свечи восковые по числу ваших лет. Круг зажигайте кругом. То есть так вот образуйте круг, зажигайте эти свечи. С 12 ночи до 3 ночи проводите, кроме выходных. Вино оставляйте на ночь на алтаре. Утром можете вылить. Но если у вас домочадцы увидят, можете в крайнем случае убрать куда-нибудь, да? Дальше, на следующий день. Свечи должны догореть до маленьких огарков, потом потушите. Не нужно вам ждать. Вы можете выйти из круга, уйти и подождать. Когда они догорели, потушить гасителем или пальцами, собрать. На следующий день это вино вылейте. Это не важно куда. Оно уже обесточенное, энергия ушла. Возьмите эти свечи и столько монет, сколько вам лет. Отнесите под дерево. Дальше, если ваша работа получится, вы должны откупиться алтарю ведьмы, потому что здесь слова, которые обращаются через род ведьмы, который вам дает эту работу, и через ее имя. Иначе вас не услышат, потому что это, понимаете, это духи верхней иерархии. К ним обращаться могут только практикующие люди или те, которые могут через практиков попросить. И если ваше дело получится, вы должны откупиться на алтарь ведьмы. И желательно что-нибудь такое достойное, такое, знаете, не просто свечи или что-либо еще. Потому как вы обращаетесь, практически к демоническим силам. Хотя это не считаются демоны. Их называют полудемоны, их называют иерархия чуть ниже демонов. Они не демоны. Но они дети этих демонов, они под их покровительством. Поэтому ваша, скажем так, ваш откуп должен быть достойный. Но только после того, как все у вас получится. Вот вы там боитесь, вас судят, да, вместе с работами, например, против суда и выиграть суд и прочее, прочее, еще и призывайте своего покровителя. И когда вы выиграли суд, и когда вас не посадили, и у вас получилось отделаться легким испугом,
вы откупаетесь. Или у вас там, ну, что угодно, выселяют, например, да, вы берете и делаете. И еще раз хочу вас попросить, пожалуйста, адекватно относитесь к работам, адекватно относитесь к магии. Если вы подписали бумаги и кому-то отдали свой дом, и вас выселяют, никакая магия вас не спасет. Вы ошиблись, вы за эту ошибку и глупость будете платить. Вот таким образом. Не может магия взять и оставить вас в доме, если вы сами сделали ерунду какую-то, понимаете? Но если несправедливо, если вы ни при чем, то магия поможет. Просто вам хочу объяснить, что если вы не правы в этом вопросе, а вы не правы, вы взяли и отдали, неважно, вообще неважно мотивация. Я думала, я верила, я думала, не сделают. Вообще никому не интересна эта мотивация. Вы взяли, сделали, вы виноваты в этом. Вы не правы в этом вопросе. Вам не поможет магия. Но если вы правы в этом вопросе, если пытаются, если это мошенничество, то тогда поможет. Вы понимаете, о чем я говорю? Итак, я вам объяснила, каким образом это делать. Теперь, да, вопрос мне задают, а что делать вот с теми ритуалами, когда нужно откупиться на алтарь ведьмы и прочее. И вот когда вас не станет, вот кто-нибудь этот ритуал сделает, куда откупаться? Меня не станет, у меня есть поколение, у меня есть потомки, которые после меня будут жить. Вы можете откупаться им, вы можете им это отдать. Даже если они магией не занимаются, вы можете им сделать этот дар. Потому как это моя кровь, понимаете? Это дар моему роду. Если я после себя оставлю преемника и назову его, можете ему отдать. Хотя я пока еще не знаю, не вижу этого. Дальнейшее покажет. Надеюсь, пока поживу. Итак, заговор следующий. Мой дух-покровитель. Имя называйте, которое соответствует вашему знаку зодиаку. Мой дух-покровитель, приди ко мне на помощь в трудный час. Аве, аве, эзираке, мехимор, де эзираке, саева, лиаро, эзираке. Я призываю тебя и прошу о помощи сейчас. Отправь свою силу на мой алтарь для моего спасения и от беды избавления. Открывайтесь врата юга, запада, востока и севера. Стражники вечности, донесите ему мои слова. Через ведьму Ингу и через силу ее рода я прошу о помощи. Я заклинаю землей и водой, солнцем и луной, душой первоматери, силой пращура, кровью рода своего. Да услышится мой голос, да придет спасение. Аве, Глория, Альма. Опять же имя Духа-покровителя. Свершилось. Заклинаю. Еще раз. Мой дух-покровитель. Имя. Приди ко мне на помощь в трудный час. Аве, аве, эзираке. Мехимор де эзираке. Саева, лиаро, эзираке. Я призываю тебя и прошу о помощи. Сейчас. Отправь свою силу на мой алтарь для моего спасения и от беды избавления. Открываю врата юга, запада, востока и севера. Стражники вечности, донесите ему мои слова. Извиняюсь, откройтесь врата. Неправильно сказал. Через ведьму Ингу, через силу ее рода я прошу о помощи. Я заклинаю землей и водой, солнцем и луной, душой первоматери, силой пращура, кровью рода своего. Да услышится мой голос, да придет спасение. Аве, Глория, Альма. Имя покровителя. Свершилось. Мой дух-покровитель, приди ко мне на помощь в трудный час. Аве, аве, эзираке, мехимор де эзираке, саева, лиаро, эзираке. Я призываю тебя и прошу о помощи. Сейчас отправь свою силу на мой алтарь для моего спасения от беды и избавления. Откройтесь врата юга, запада, востока и севера. Стражники вечности, донесите ему мои слова. Через ведьму Ингу, через силу ее рода я прошу о помощи. Я заклинаю землей и водой, солнцем и луной,
душой первоматери, силой пращура, кровью рода своего. Да услышится мой голос, да придет спасение. Аве Глория Альма. Имя покровителя. Свершилось. Заклинаю. Я желаю вам удачи, сделайте все правильно, и у вас все получится.